Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Таран Татьяна. Сегодня очень интересная тема. Я вам обещала, конечно же, что-то интересное. Я каждый раз для вас буду что-то интересное рассказывать. Просто то, что уже, снова повторюсь, возможно, как в прошлом видео, затерто до дыр, я вам покажу с другой стороны, и вы поймете это совсем по-другому. Потому что то, на что человек смотрит с другого угла, на самом деле он видит это по-другому и осознает это тоже по-другому. Итак, сегодня очень интересная тема, конечно же, которая будет рассказана вам через реальную историю человека, который обратился ко мне за помощью. Это очень интересная история, которая показала, что есть люди, которые не готовы брать ответственность за свою жизнь. И как это вообще можно распознать и понять? Вы, возможно, можете думать, что вы или кто-то другой, кого вы знаете, просто, просто немножечко временно затруднительной ситуации. А на самом деле этот человек систематически не берет ответственность за свою жизнь. И так как это происходит, как это произошло у одной моей клиентки, которая обратилась за помощью, что ей делать с таким мужем, которого постоянно какие-то проблемы, которые вытягивает из них она. Вдумайтесь, но она его любит. И что же, как манипулируют люди за счет того, что их любят этими людьми? Во благо себя, во благо того, чтобы его проблемы всегда решались. Итак, что же это такое вообще? О чем я хочу вам рассказать? А сегодня тема слова «надежда». Самое главное слово сегодня – это надежда. Надежда, что это такое? Это разрушение или, наоборот, развитие. Итак, с чего мы начнем? Я начну с того, что надеяться на что-то и кого-то вообще нельзя. Почему, я расскажу вам историю, и вы поймете почему. Если кто-то себя в этой истории узнает, я вам в конце скажу обязательно решение этой проблемы. Там будут несколько важных таких тезисов для жизни и правил, которые вам помогут проблему вашу решить, если вы постоянно надеетесь на кого-то, либо вы поймете, как помочь решить человеку, который постоянно вас втягивает в свою зависимость от вас. Я вам могу сказать одну важную вещь, которая осенила меня, когда я вышла с такой же зависимости, которой была когда-то на самом деле. То, как я живу сейчас, и я вам покажу немножечко позже уже через мои соцсети. Там очень будет много интересного. Очень много будет постов, очень много будет фотографий, видеосессий, и вам будет интересно посмотреть, какой жизнью я живу. Кстати, пока пишу книгу свою для вас. Итак, сегодня эта тема, которая является либо свободой для вас, смотря как вы это используете, либо полностью зависимость для вас, смотря как вы ее пользуетесь. Итак, на что на самом деле, вот от чего, насколько вы свободны можете быть от того, что вы свободны от надежды на кого-либо, от чего вы свободны, от чего? То, что вас кто-то обязательно будет любить или полюбит, на то, что вас достойно оценят, вам обязательно кто-то что-то должен, на то, что вас обязательно кто-то спасет от ваших глупых поступков, которые вы создали сами. И на то, что этот мир даст вам все то, что вы хотите. Как говорится, я получу все, и мне ничего за это не будет. И ничего не будете делать. Этого невозможно. Почему? Если вам интересно почему, потому посмотрите мои предыдущие видео о том человеке, который энерговампир. Там очень много рассказывается об этом.
Потому что человек, который безресурсный, он как раз является вот таким человеком, который надеется. Очень важная информация. Посмотрите, просмотрите, прослушайте. И еще напомню вам о том, что если вы хотите решить свою проблему, прослушав это видео, после того, как вы прослушаете видео, не поймете, как вам решить вашу боль, естественно, вытекающая ваша проблема будет вас озадачивать. Если вы не знаете, как ее решить, я вам помогу это сделать в личных консультациях, которые вы можете найти контакты в описании ниже, мои номера телефона, WhatsApp, Viber и Telegram. Все контакты там. Вы можете меня найти, связаться со мной и получить консультацию. Итак, когда вы ни на что и ни на кого не надеетесь, вообще человек, давайте так не будем о вас говорить, а вы свой узнаете немножко позже. Если человек, как мой герой сегодняшнего рассказа, не надеется ни на что, он плывет по этой жизни просто свободно и видит очень много возможностей, а не вглядывается в дома, окна тех людей, которые уже построили их для себя, но не для кого-то. Тех, которые надеются, что для них тоже будет там место в этой жизни, да? Которые думают, что это просто так, за их просто существование на этой земле, они надеются, что все для них уже приготовлено в этом мире. Да, оно приготовлено. Но тебе к этому нужно дойти. Каким способом? Конечно же, в конце вы узнаете. Когда человек надеется на кого-то или что-то, он не ищет возможностей, а ищет вот эту самую надежду. Она в нем постоянно живет. Надеясь на кого-то, человек живет в ожиданиях. Он сидит и ждет. Он просто ждет, что под него лежачего протечет какая-то возможность. То есть он остается в статике. Представляете, вот прошлое, а вот будущее. Вот я здесь, вот я здесь. А вот есть прошлое, и вот будущее. И вот я сижу вот на этом стуле, и я никуда не двигаюсь. Все, я сижу и жду. А это вот прошлое осталось, а будущее вот здесь. Я не в нем. Я ж не сижу вот так, да? Вот. То есть я нахожусь в статике. И вот когда человек сидит в надежде и ждет что-то, кого-то, весь мир придет его спасет, это он так думает, он остается в статике между прошлым и будущим. А нужно делать, что нужно искать возможности выйти с этой статики. Это только нужно встать и идти. Почему человек не идет? Я тоже об этом рассказывала в прошлом видео, где человек есть энергоресурсированный, а есть вампиры нересурсированный. То есть когда у человека есть много энергии, а есть когда у человека нет энергии. Он никуда не может идти. То есть это истощенный энергетический человек. Абсолютно. Нужно в этот момент, когда вы понимаете, что вы в статике, просто искать движение свободы от надежды на других. Возможности сами не приходят. Там, где остановка, соответственно, вы в статике, ее нету. Движения нету. Надежда на случай – это не ваша история, если вы хотите движения. То есть человек, который сидит, ждет, надеется, сидит в статике жизни, он никогда, никуда не продвинется ни на шаг. То есть искать возможности и ждать их посещения в вашей жизни – это несопоставимо с тем успехом, когда человек постоянно движется, он не остается в статике, и он просто двигается не без остановки. То есть очевидно то, что надежда человека останавливает. Я это все говорила, чтобы вам сказать это. Надежда на кого-то, на что-то, на мир, на людей, на родственников, на начальника, на то, что какой-то будет случай, на случай. Это остановка. Это статическая остановка между прошлым и будущим.
это просто ни начало, ни конец. Это замирание. Это как, например, вы в банк положили деньги. Вчера было прошлое, вы заработали эти деньги, да? И вы положили в банк деньги, просто чтобы не потратить. Но они никуда не двигаются. И вот у вас будущее есть, но вы туда их не вложили. Вы просто положили в банк деньги, даже вот без депозита, да? Вы просто их заморозили. Они не работают на вас. Вот в чем смысл надежды на других. Это ужасно, когда человек надеется на других. Он себя убивает. Он тратит время, свое личное время. Очевидно еще то, что когда человек не надеется ни на кого, он проживает свою жизнь в моменте, в наслаждении от жизни. То есть, когда он живет жизнь без надежды, он каждое мгновение этой жизни проживает здесь и сейчас, а не ждет, когда это мгновение придет. Представляете, как просто все? Вообще просто. Элементарно просто. Очевидно еще одно, что получить доступ к наслаждению можно только через то, что вы упорно трудитесь. Вы упорно идете, невзирая ни на какие сложности, и не смотрите ни направо, ни налево, а только вперед. Не ждете, что справа или слева, но кто-то поможет. Понимаете? Все тоже элементарно просто. То есть сзади вы не ждете, что вас кто-то подтолкнет. Слева вы не ждете, что кто-то еще где-то вам что-то подаст, какой-то инструмент в жизни, да? Справа вы не ждете, что кто-то подскажет очень хороший совет. Про советы я тоже вам когда-то, наверное, в следующий раз расскажу. Это очень хорошая идея. Про советы. Ох, советы. Совет — это тоже очень отдельная тема. Смотря кто ей дает, и под каким предлогом, и под каким подсмыслом. Что же такое наслаждение? Это, кстати, подтекст той темы, которую я в следующий раз тоже расскажу. Это вообще такая вещь. Понять, что такое наслаждение в нашей жизни, и насколько это очень важная вещь. Значит, наслаждение — это, подчеркиваю, это богатство и успех. Бедность, подчеркиваю, это надежда на кого-то, спешка пережить быстрее этот момент жизни, чтобы забыть его. Вы понимаете, о чем я сейчас сказала? Я надеюсь, понимаете. То есть человек, который в наслаждении, в моменте, без надежды на кого-то, живет и продвигает свою жизнь, только благодаря своей надежде на себя, он наслаждается этой жизнью, и, соответственно, Вселенная ему дает все возможности. Все. Поверьте, все. А человек, который сидит в надежде, ему Вселенная дает еще больше сложностей, чтобы он пытался быстрее вылезти с этого. Потому что, когда человек в надежде, он хочет побыстрее этот момент прожить, чтобы не жить в нем, не страдать в нем. Вот в этом является бедность, а в богатстве является наслаждение. Потому что человек хочет подольше пожить наслаждение, а бедный хочет поскорее прожить, потому он быстро болеет и умирает. Потому что надеется на всех. Просто. Опять все просто. Согласитесь. Итак, история — это было вступление, чтобы вы поняли, как это работает, что это такое и почему это нужно знать, чтобы в такую историю, как вот моя клиентка попала с мужем, с ее же мужем, чтобы вы не создавали все условия для человека, чтобы он жил в надежде на вас только, а сам ничего не делал. Итак, история. История моей клиентки началась с того, что она поняла в один прекрасный момент, что все проблемы, которые случаются у ее мужа, он приходит решать к ней. То есть он не берет ответственность за свои действия сам. И так к чему привела человека
Надежда на других. Вот я вам расскажу жизненную ситуацию, реальную историю, которая случилась буквально 3 недели тому. Это свежая информация, это в реальности, в которой вы живете, где-то на каком-то конце Земли произошла. И вот я сейчас вам и о ней расскажу, чтобы вы понимали, что существует такое тоже. И как может Вселенная учить человека и бросать его на обломки скалы своими волнами негодования для того, чтобы он что-то начал делать сам, чтобы он избавился от надежды на других, а не взял надежду и надеялся на самих себя. Итак, история произошла в Европе. Этот молодой человек поехал работать, его жена тоже жила в Европе. Только она была за 500 километров от него, они не могли жить вместе, потому что место работы было друг от друга за 500 километров. А она жила в том месте, где она могла работать. И вот приехал он работать, но у него была некая проблема. Он иногда любил делать глупости, которые были связаны с алкоголем. Это, кстати, еще одна следующая моя тема об алкоголе. Почему люди вообще могут быть алкогольно зависимыми? Об этом тоже позже я вам расскажу. Итак, он начал работать, все было хорошо, вроде бы. Жена его поддерживала, она от него не требовала ничего, даже финансово. Это тоже, кстати, очень большая ошибка женщин. Итак, она ему помогала тем, что она ему не мешала. Знаете, не мешала встать в момент, пока он оставил ту работу и вернулся, пришел на другую работу. То есть ему было тяжело, не знать языка, он не знал языка. Он старался встать на ноги немножко по-другому. В той стране, где он жил, очень было сложно. И он переехал в Европу, чтобы заработать денег. И вот история случилась на фоне того, что он со своими друзьями, сотрудниками, которыми он жил в большом доме, где работодатель снимал для них, каждого была своя комната, все было очень цивильно и прекрасно. То есть он жил прекрасно и работал прекрасно, все условия были для работы. То есть человеку нужно было просто работать и наслаждаться этой жизнью. И тут произошла одна история, которая повлекла очень серьезные последствия для этого человека. Что он сделал? Один из друзей попал в неприятную ситуацию, где пришлось вмешаться ему и другим его друзьям. И это повлекло следующую ситуацию. Они пошли, он позвонил жене и сказал: я вот хочу помочь другу, он там попал в неприятную ситуацию, пойду помочь разобраться в ней. И вот он пошел разобрался, и он пошел разбираться в состоянии алкогольного спьянения, что повлекло серьезные необратимые последствия для его работы и вообще нахождения в этой стране. Когда он позвонил ей, она сказала: послушай, милый, дорогой, а не иди ты туда, зачем оно тебе надо? Делай свое дело. Ты приехал работать и зарабатывать деньги, а не решать чужие проблемы и брать ответственность других на себя. Возьми сразу свою ответственность, вернее, за себя. Вот когда ты сможешь ответственность взять за себя, тогда ты можешь от избытка брать ответственность за других. На данный момент ты не можешь этого себе позволить ни финансово, ни морально, ни территориально, ни психоэмоционально, потому что ты в стрессе из-за того, что ты в другой стране не знаешь языка, и тебе будет сложнее решить этот вопрос. Муж подумал: как это будет женщина мной руководить? И знаете, что в нем сыграло? Вы никогда не поверите. Есть у людей несколько личностей, одна из них — ребенок. А я сделаю, как я хочу. Как это будет какая-то женщина мне поговорить, что я делаю? Он пошел. И что вы думаете? Как вы думаете? У них появились юридические проблемы. Состояние алкогольного опьянения эти несколько человек с этим парнем, который тоже участвовал в этом, муж этой девушки, они нарушили юридические нормы этой страны. То есть они нарушили личностные границы человека,
с которым пытались разобраться. И он на них заявил в полицию. На следующий же день после этой ситуации полиция нашла этих людей, но этому парню повезло. Он был в этот момент где-то в другом месте. Полиция собрала тех парней, депортировала с этой страны. Что с ним случилось дальше? Когда работодатель узнал о этой ситуации, он не захотел проблем, потому что для него важна его перспектива в будущем в этой стране, как работодателя. Он попросил этого парня деликатно покинуть место жилплощади. Немедленно, сейчас же. Что вы думаете, он делает, этот парень? Он звонит своей жене и говорит: а можно я к тебе приеду, пересижу, а там, может быть, работа будет, и я опять, возможно, пойду работать. А жена, вы знаете, она его спасала очень много раз. А она мне говорит, как мне быть? А я говорю: вы знаете, решать вам, но я считаю, что вашему мужу пора повзрослеть. А вы не должны ему сейчас помогать. Сейчас, вот сейчас, именно сейчас вам нужно сделать для него очень важную вещь. Не мешать взрослеть. Потому что в нем живет личность ребенка. То есть в большом теле живет маленький ребенок, который потерялся и ищет свою маму и своего папу в толпе чужих людей. А чужие люди являются той жизненной ситуацией, которая его, в принципе, и наполнила его жизнь. А эту реальность создал он сам. То есть он кем оказался? Делателем проблем. А его жена, родственники, все, он, когда к ним обращался, они ему помогали решать, а не папа и мама все для него. Что в результате произошло? Эта жена говорит: ты знаешь, а я не могу. А еще не так. У нее свое авто было, а у него там не было его. И он говорит: приедь за мной сейчас же. Жена эта работает. У нее еще, кстати, и ребенок, но не от него. То есть это брак по любви, который, в принципе, вот такой брак был. Из-за того, что она очень любила этого мужа своего, она хотела поехать, но она послушала меня и говорит сама себе, она говорит: я решила так. Если я сейчас поеду в очередной раз в этой самой сложной его жизненной ситуации, которая в него сложилась, я навсегда останусь для него просто спасательным кругом, который будет вечно его спасать. Потому что его жена намного ресурснее, чем этот молодой человек. Да, она намного ресурснее. И вот из-за этого все и происходит. Вот, кстати, видите, какая разница? Вот мы сейчас в реальности рассматриваем прошлое мое видео по поводу нересурсного человека, вампир и источник. Вот она жена это, она источник, а муж ее этот вампир. То есть он постоянно к ней приходит, и чтобы она ему порешала вопросы. И она берет и не спирает его. Что вы думаете? Он обвинил ее в том, что она предательница. Она очень много до этого ему помогала. Она ему помогала там взрастить в себе личность мужскую и все такое. Это тоже ее проблема. Но она эту проблему решила после вот этой ситуации. Она перестала быть помоганцем. Вообще никому перестала. Никому больше не помогаю, говорит. Все, я устала. Сколько я буду всем помогать. Вы знаете, это реальная история. Это правда. В результате этот муж ее, он сказал: ты меня предала. Тот, кто меня выгнал с квартиры, он вообще меня предал. Как он мог со мной так поступить? У него срабатывает вот эта личность ребенка, как это меня бросили родители, как это весь мир против меня. Я ж такой маленький, меня ж надо спасать. И вот эта надежда его, всю жизнь, что его будет кто-то спасать, она вот такую злую, такую игру с ним сыграла, что... А он даже не понял. Знаете, он даже не понял, что произошло. Этот парень, этот муж, этой девушки находит возможности садиться на автобус и возвращается в свою страну. А потом, когда он вернулся в страну свою, он ей сказал, они уже созвонились, вот, и она говорит:
знаешь, у тебя проблема алкогольная, вот эта проблема. Ты неадекватно ведешь себя и не слышишь меня. А он говорит, ты знаешь, эту проблему я решу. Но, кстати, он очень долго не мог решить ее. Она предлагала ему разные варианты решить ее, но так он и не отказался от этого. Он сказал, я решу ее сам. Но так и не решал в течение 1,5 года. Она устала от этого очень сильно. И вот он не захотел ответственность взять за свою жизнь вообще просто. В результате знаете, что произошло? Этот человек просто не научился ценить уже то, что было дано этим человеком, вот женой его, было дано уже ему. Он не оценил это абсолютно. Он ее обвинил в том, что она не перестала его нянчить. Вот эта надежда на всех, и даже когда они уже подали на развод, вообще это просто высшая категория безответственности. Я сейчас, вы просто будете в шоке. Я не знаю, у кого-то была такая история или нет. И вот эта девушка живет в Европе, этот парень там в другой стране Европы. И вы знаете, у него мама есть, очень ответственная мама. И у них очень прекрасные с этой свекровью были отношения у этой девушки. И он говорит ей, ты знаешь, ты меня предала, а я готов для тебя был сделать все. А она говорит, ты знаешь, все, что нужно было сделать, это взять ответственность за свою жизнь. И ты этого не сделал. И заключительный маневр безответственности этого молодого человека в том, что просто сейчас пойдете. Он не пишет, даже не говорит, она ему звонит, а он не пишет. Он сбивает ее на звонок и пишет, ты знаешь, я готов был сделать для тебя все, что ты захочешь. Кстати, но ничего не сделал. За очень долгое время, пока они были женаты. Все только делала она. И он ей говорит, я с сегодняшнего дня пересылаю тебе последний смс, мы больше не будем общаться. У них подано заявление на развод, она гражданка другой страны, а он другой. И для того, чтобы им развестись, ей нужно самой ехать, искать его, чтобы развестись. Что он делает? На данный момент будет моя мама будет заниматься нашим разводом. Я пишу на нее доверенность, и она будет все это делать. Просто люди — это занавес. Безответственность самой высшей категории. Даже развестись он с той женой не захотел. Ответственно взял за свой поступок в руки, свои руки. И решить эту задачу он возложил на свою маму, которая уже под 60 лет, которая занята своими делами, ей не до этого, чтобы решить вопрос сына с невесткой. Вот что делает надежда на других с человеком. Он становится никем, ничем. Он просто пустое место в жизни. То есть он постоянно в ожидании чуда какого-то, неизвестного, неизведанного, какого-то волшебства, что с неба, возможно, или откуда. Какая-то рука помощи ему дастся, и он ее возьмет, эту помощь, и вот у него решатся все проблемы. А рукой помощи это жены или там мужья, у кого кто, если это жена, мамы, папы, дяди, тети, друзья, все, но только не этот человек сам. Мораль этой сказки из реальности такова и истории. Я вам обещала в конце решение этой проблемы. Если вы в такой ситуации, если вы вот такой безответственный, либо в вашей жизни безответственный человек, вам ваше решение в знании и придерживании вот этих правил. Я вам сейчас их скажу. Уважают только тех и ценят, кто надеется только на себя, только на себя, только на себя одного. Какая бы ни была проблема, какая бы ни была задача, какая бы ни была ситуация в жизни, как бы ни было плохо, больно, ужасно, страшно, и все. Человек в себе надеется, на себя надеется и верит только в себя. Идут, следующее, это правильно, идут за тем,
кто верит только в себя и в свои только ресурсы. Если у вас ресурсы являются, например, энергия, знания, территориальные, профессиональные, энергетические, очень хорошие ресурсы. Временные, это то есть вы молоды и вы можете учиться и чему-то новым. И так далее. Финансовые. И дальше. Например, вы сейчас обучаетесь, вы тратите на себя деньги. И вот это ваш тоже ресурс. И вы надеетесь только на эти знания, а не то, что кто-то придет вам их даст, эти знания, и даст деньги на эти знания. За таким человеком тоже идут. Следующее. Хотят купить у того, кто приобрел огромнейший опыт, используя только свои ресурсы и вкладывал только в себя. Только в себя. Настолько, насколько это возможно, он вкладывал в себя, соответственно, он надежды все вложил в себя. То есть он надежды, те, которые вот мужчина этот надеялся на ресурсы других людей, он их так собирал так, Вася, Петя, мама, жена, там, дядя Сережа или еще кто-то, так, у того тот ресурс, а ну-ка, я надеюсь на всех вас. Неправильно. Нет стопроцентной гарантии, что эти люди поделятся с тобой этим ресурсом. Вот в этом и подвох, надеяться нельзя. У такого человека хотят купить все, который вложил в себя, ввалил в себя все и надеется только на себя. Следующее правило, которое является главным правилом, это бриллиантовые правила, которые я выше сказала. Успех, которые работают веками, выгодно для себя, то есть для вас и для общества, а придерживаясь их и не нарушая человеком, который готов создавать что-то для себя и для других, и для общества, обязательно придет к огромным горам счастья, удовольствия, богатства, успеха. Важно, чтобы энергоресурс был огромный у этого человека. Если у вас маленький ресурс, вы можете постепенно двигаться к этой цели. Кстати, как увеличивать энергоресурс, я тоже вам расскажу в личной консультации. Есть очень классные, крутые практики, которые вам помогут. И лично вам, но только это нужно общаться со мной. Потому что так как я источник, я могу вам дать все возможные практики, которые помогут вам создать условия для ресурсирования самого себя, без никого, без никаких надежд на кого-то. Мы сегодня разобрали очень важную тему, почему нельзя надеяться. Если надеяться, то только на себя. Ни на кого вокруг нельзя надеяться. Это ваша смерть, это ваша остановка, это ваше падение духа, жизни, прогресса. Это просто начало вашего конца. Как только вы понадеялись на кого-то, получается, вы на 10 шагов вернулись назад. Вот и все. Приглашаю вас на новые видео. Не забывайте о том, что я пишу сейчас очень интересную книгу, которая пишется через призму иерархических знаний, психологии и немножечко фантастики. В этой книге вы найдете много ответов, которые вы можете ответить себе для себя, о себе. Вы сможете создать что-то, нечто, а из-за того, что вы наполнитесь энергией знания о себе. Так вот, я вам рекомендую проследить в соцсетях моих, как я пишу эту книгу, что я пишу. Там будет очень много тезисов об этой книге. Можно так сказать, это фантастика, она вперемешку с реальностью, которая на самом деле существует на Земле. Просто я вам ее расскажу, покажу и дам попробовать немножко в другом амплуа, через фантастику, через красивые интересные афоризмы. Это вам будет очень вкусно слушать, читать, если вы придете ко мне и посетите мое творчество.
С вами была Таран Татьяна. Не забывайте подписываться на мой канал Space of Freedom. Там будет еще сотни, много, миллионы разной информации. Я только начала, я только разгоняюсь. И я не забываю вам говорить о том, что каждый день я что-то делаю для того, чтобы знать больше, чтобы вам отдавать больше. Каждый день я учусь, и каждый день я вам отдаю то, чему я учусь. Надеюсь встретиться с вами и в личных консультациях, и верю в то, что вы меня услышали. Ваш выигрыш в том, что вы просто сейчас, прослушав это, где-то на подсознании это отложится, что я сказала, и в вас произойдет изменение, реконструкция вашего сознания, апгрейд вашего сознания. Благодаря этому вы сможете как минимум приблизиться к большим деньгам, что и нужно для большего счастья, для большего здоровья, для лучшего качества жизни на этой планете Земля. Итак, до встречи на новых видео. С вами была Таран Татьяна, писательница очень интересной книги. Я вам специально не говорю, как она называется, чтобы вы прошли в мои соцсети, которые сейчас создаются для того, чтобы вы пришли туда как в историю, которую вы прочитаете, будете предвкушать эту мою книгу, которую я сейчас уже пишу. До встречи на новых видео. До свидания.